Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале Dmitry Day Tutors. Сегодня мы продолжим работу над мультяшным интерьером. В уроке я покажу, как сделать уникальные настройки для каждого кадра, используя анимацию параметров. Перед тем, как перейти к основной части урока, я бы хотел рассказать, как настроить Fusion, чтобы новые созданные ноды автоматически располагались вертикально или горизонтально. Делается это очень просто. Добавляем любую ноду и сразу после этого нажимаем, например, на ноде с цветокоррекцией. Причем делаем это несколько раз. Сейчас каждая последующая нода располагается горизонтально, после предыдущей. Чтобы изменить порядок на вертикальный, нажимаем правой кнопкой в окне Nodes. В разделе настроек выбираем Build Flow Vertically. Сейчас, если проделать все то же самое, новые ноды будут добавляться вертикально. Также вертикальный тип расположения нод можно сделать по умолчанию в каждом новом проекте. Для этого нужно перейти в настройки. В глобальном разделе найти вкладку Flow. Вот здесь можно изменить тип направления. В моем случае я меняю на вертикальное. Чем сложнее проект, тем больше времени требуется на поиск групп с нодами. В настройках Viewport нод, если нажать на кнопку с тремя кружками, появится список с именами подложек, которые мы создавали ранее. Например, можно быстро переместиться к группе с эффектами свечения, пассу объемного света, группе пассов диффузии или ID. Все это значительно облегчает навигацию внутри сложного проекта. Давайте начнем с просчета первого кадра. Нам нужно определиться, какие параметры будем анимировать для того, чтобы сделать настройки каждого кадра уникальными. К ним относятся эффекты свечения, а также настройки нод цветокоррекции. Для того, чтобы анимировать параметры, выбираем первый кадр. Напротив каждого из них нужно нажать на серый ромб. После этого цвет изменится на красный. Это говорит о том, что теперь в первом кадре есть ключевой кадр. Переходим ко второй ноде и делаем то же самое. Также в разделе Advanced я буду использовать параметр, который отвечает за настройку отображения темных и ярких участков изображения. В ноде номер 3 также создаем ключевые кадры. В ноде цветокоррекции я сделаю ключевые кадры для параметров Saturation, Contrast, Gain, Gamma. Далее сделаем ключевые кадры для ноды, которая отвечает за цветокоррекцию пасса объемного света. Создаем ключевые кадры для цвета, контраста, параметра Gain и гаммы. Далее находим ноду цветокоррекции, которая формирует виньетку, и создаем ключевой кадр для параметра Gain. Теперь, когда мы проделали основную часть работы, нам осталось добавить ключевые кадры для ноды цветокоррекции, которая вносит глобальные изменения по цвету. Сделаем ключевые кадры для тех параметров, которые я менял ранее. В моем случае получается стандартный набор. Сейчас я сделаю просчет финальной ноды Osio. Для большего удобства поменяю раскладку интерфейса с вертикального на горизонтальный. В раскрывающемся списке меню находим Window, View Layouts и выбираем Default. Теперь дерево нод будет размещаться в нижней части интерфейса. Обратите внимание, в ноде Osio, чуть ниже, мы видим три кружка. Второй в центре белого цвета. Это говорит о том, что сейчас активен Viewport 2. Чтобы вывести два изображения на экран, нажимаю вот здесь. В правой части мы видим Viewport с финальным изображением, а слева я буду размещать ноды с эффектами свечения. После этого давайте проверим настройки LUT, то есть чтобы изображение отображалось в ACES. Здесь все в полном порядке. Переходим к кадру 2. Потребуется некоторое время, чтобы Fusion просчитал изображение. Чтобы ускорить просчет, при настройке параметров я включу прокси и автопрокси. После этого качество превью изображения станет немного хуже. Для прокси мы будем использовать значение 3. Первое, с чего мы начнем, это настройки эффектов свечения. Сейчас видно, что в кадре 2 хотелось бы немного уменьшить размер свечения
и сделать его мягче. Для того, чтобы это сделать, нужно понять, в какой ноде мы будем менять параметры. Давайте посмотрим каждую. Начнем с той, что находится в центре. Выделяем ноду и пробуем менять настройки. При горизонтальном расположении, а именно видимости двух изображений, не нужно каждый раз искать ноду с свечением, чтобы настроить и далее бежать к финальной ноде OSIO. Обе выборочные ноды располагаются в viewport 1 и 2. Если отключить свечение, в viewport 2 мы сразу увидим результат. Обратите внимание на небольшое отражение вот здесь. Если перейти в раздел Advanced и чуть сдвинуть ползунок Low в правую сторону, мы увидим, что в какой-то момент отражение исчезнет. Таким образом, можно вычистить паз от ненужных отражений. Давайте посмотрим ноду 3 с эффектом свечения. В настройках меняю значение контраста по умолчанию. Сделать это можно очень просто. Нажимаем вот здесь. То же самое я делаю для гамма. Теперь я бы хотел ослабить свечение. Для этого используем параметр Gain. Далее смотрим, как при таких настройках будет выглядеть свечение. На первый взгляд выглядит достаточно тускло. В разделе Advanced с помощью Low также пробую очистить картинку от лишних отражений. С помощью Gain повышаю яркость. Обратите внимание на следующее. Если сейчас переключиться на первый кадр, в ноде мы увидим другие значения. Это происходит потому, что мы используем ключевые кадры с анимацией. Теперь перейдем к настройкам ключевых параметров ноды цветокоррекции объемного света. Чтобы видеть изменения ноды, переношу ее в окно слева. Пробую менять гамму. Далее Gain. Слегка уменьшаю контраст. В ноде цветокоррекции, которая формирует виньетку, я немного ослаблю эффект затенения, подняв значение Gain. В финальной ноде цветокоррекции, которая находится в группе Aces, сделаю небольшие правки по контрасту, Gain и гамме. Давайте сравним, как будет выглядеть изображение второго кадра без ноды цветокоррекции. Сейчас мне бы хотелось сравнить первый и второй кадры. Настройки для каждого из них уникальные. Переходим к кадру 3. Несколько секунд, и кадр будет просчитан. Как и в предыдущем кадре, находим группу с эффектами свечения. Смотрим каждую ноду и пытаемся понять, где будем вносить изменения. Смотрим ноду слева, в центре и справа. В центральной ноде чуть ослабим эффект. Изменим параметры Gain и Fall Off. Для правой ноды также немного ослабим эффект свечения. В ноде цветокоррекции с помощью параметра гамма я сделаю изображение более контрастным. Далее будем настраивать параметры ноды цветокоррекции объемного света. Смещаю ползунок гамма в сторону уменьшения значения. Далее меняю значение контраст и Gain, чтобы сделать изображение менее ярким. Для ноды цветокоррекции, которая формирует виньетку, я уменьшу значение Gain, чтобы сделать эффект более плотным. В ноде цветокоррекции, которая расположена в группе Aces, изменю следующие значения. Давайте пробежимся по кадрам, которые уже готовы. Переходим к кадру 4. Первое, что сразу бросается в глаза, это затемненные края.
Чтобы ослабить этот эффект, в ноде цветокоррекции повышаю значение Gain. Вот примерно так. Переходим к группе нод свечения. Влево я изменю параметры Fall-Off и Radius. Это позволит сделать цвет чуть более мягким. В центральной ноде верну все значения к исходным. Параметр Fall-Off меняю в сторону уменьшения значения. Также в разделе Advanced смещу ползунок Low к следующему значению. В правой ноде ползунок Low также смещаю в сторону нуля. Также сбрасываем исходные значения до стандартных. Чтобы эффект был виден, в ноде цветокоррекции я немного повышаю параметры Gain и Gamma. Остальные параметры я выставил следующими. В ноде цветокоррекции, которая формирует цвет, я изменю параметры гамма и контраст. Также чуть подредактирую ноду с виньеткой. В ноде цветокоррекции в группе Aces изменю параметры гамма и Gain. Сравним варианты без изменения цвета и с применением ноды. Кадры 4 и 5 очень похожи. Здесь я ничего менять не буду. Давайте пробежимся по всем кадрам. Сейчас видно, что в каждом из них применяются уникальные настройки, работы фильтров, цветокоррекции и так далее. Вот сейчас в кадре 3 я добавлю яркости объемного света. После всех настроек можно отключить прокси. Это позволит полностью оценить проделанную работу. На этом все. Спасибо, что досмотрели этот урок до конца. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях видео, телеграм-канале или чате Discord. Исходники к данному уроку вы можете найти в описании ниже. Подписывайтесь на канал. Удачи! Пока!